5 современных версий самых инновационных и самых сумасшедших часов 21 века. Ulysse Nardin Freak. В ролике про историю часов Ulysse Nardin Freak я обещал отдельно рассказать про самые интересные современные модели из этой коллекции, в том числе про вот этот звездолет с двумя межгалактическими двигателями Freak S. Кстати, по мнению вас, подписчиков канала, ролик про Ulysse Nardin оказался одним из самых популярных в прошлом году. Он набрал больше 70 тысяч просмотров. Сегодня выполню обещание. И помимо Freak S расскажу еще о 4 современных версиях Freak. Тем более, что с тех пор у компании появились новинки. Итого в этом обзоре будут самые обычные часы из коллекции Freak. Freak Cruiser. Хотя, могут ли Freak быть обычными – большой вопрос. Например, вы знаете, как перевести стрелки в часах без головки? Я научился, покажу. Самые удобные фрики на каждый день. Freak X. Кстати, и самые доступные. Всего-то около 20 тысяч франков. Самые продвинутые часы с точки зрения технологий. Freak Vision. Здесь необычно каждая деталь. Например, вот это сиреневое колесико, видите? Расскажу, что оно значит. Самые новые. Freak One. Новинка 2023 года. И, разумеется, обещанные самые космические. Freak S. Так что усаживайтесь поудобнее, пристегивайте ремни, взлетаем. Друзья, здравствуйте, с вами Вячеслав Медведев. Сегодня рассказ про часы, к которым не бывает равнодушных. Название Freak переводится как «чудак», «чокнутый». Если вы смотрели прошлый ролик, наверняка понимаете, что обычных часов Freak не бывает. Эти часы создавали люди немного сумасшедшие, для людей немного сумасшедших. Но для того, чтобы объяснить работу и устройство Ulysse Nardin Freak, я подыскал максимально обычные часы Freak. Хотя повернется ли у вас язык назвать вот эти часы обычными? Напишите, только честно. Конечно, они круглые, на ремешке, и внутри даже угадывается что-то отдаленно похожее на стрелку. Но именно отдаленно похожее. То есть вот эта конструкция, похожая на якорь, с белой галочкой на конце, действительно показывает минуты. Причем чуть ли не с хронометровой точностью. Но в отличие от стрелок, эта ферма несет на себе весь часовой механизм. За исключением одного узла, который вы тоже видите, но вряд ли задумываетесь о нем. Пол всей нашей конструкции, отливающий синим диск, на котором мы видим вторую галочку, это крышка заводного барабана. Под ним прячется главная пружина. Пружина размером в целый механизм. Если перевернем часы, увидим ее со стороны задней крышки. Вот она, в окошке. Как вам размеры? Внушает? Параметры тоже не слабые. Пружина обеспечивает часам запас хода на 7 дней. На неделю. Перевернем часы обратно. Вся передача в калибре UN-205 расположена в стрелке. По сути, это один из мостов механизма, который сделан подвижным. Пружина пытается вращать мост, колесная передача упирается в зубчатое колесо, что идет по внутренней части ранта, и заставляет мост вращаться. Со скоростью 1 оборот за 60 минут. Как смотреть время, примерно понятно. А как выставить наши недострелки? Головки-то у часов нет. Оказывается, еще проще, чем с головкой. Откидываем пластинку с логотипом в нижней части корпуса и вращаем рант. Вращаем рант, вращается стрелка, со всей расположенной в ней красотой, в любую сторону. В конце фиксируем пластинку-блокиратор. Красота, правда? Синяя рама-стрелка, золотистые колеса. Даже если бы эти часы не показывали время, а просто тикали, уже были бы достойным предметом для коллекционирования. Но время они показывают. Да еще как. Видите отливающие сиреневым колеса с зубьями необычной формы? Давайте на секунду остановим видео, чтобы вы их лучше рассмотрели. Это изготовленные из кремния детали фирменного спуска Dual Ulysse. Его особенность не только в материале, но и в схеме работы. Импульс на вилку передается не с одного, а с 2 спусковых колес. Вилка намного легче, короче, чем в традиционном анкерном спуске. Меньше угол подъема, ниже потери энергии, а значит лучше точность. Спираль, кстати, тоже из кремния. Точность хода регулируется изменением инерции баланса. Ulysse Nardin – первая компания, которая начала применять в часах детали из кремния. Они впервые появились в 2001 году. Самые первые версии часов Freak. Ulysse Nardin Freak Cruiser не останутся незамеченными и благодаря механизму, и благодаря золотому корпусу. Он крупный по диаметру, 45 мм, и довольно высокий. При этом на руке смотрится не большим, а именно солидным. Как и положено этим часам. На коричневом ремешке из кожи аллигатора вполне удобен. Солидности добавляет сочетание цветов. Золото корпуса, синий у внутренних элементов и черный. Кольцо вулканизированного каучука на ранте. Хотите еще один фокус? Как заводить часы без головки? Вращением задней крышки. Пружина в окошке служит индикатором запаса хода. Пружина в часах мощная, крышка вращается с определенным усилием. Для удобства предусмотрели зубастые выступы.
К тому же заводить Ulysse Nardin Freak Cruiser придется нечасто. Напомню, что пружина обеспечивает запас хода в 7 дней. Вам нравится идея Freak, но вы считаете, что Freak Cruiser великоватый, или хочется чего-то более привычного в управлении? В 2019 компания выпустила часы Freak X, как раз для вас. Внутри этих часов калибр UN-230. Это комбинация идеи Freak Vision и мануфактурного калибра UN-118. В исходном Freak и Freak Cruiser вся передача расположена над циферблатом, внутри моста стрелки, а под ним только заводная пружина. В UN-230 все сделано наоборот. Под циферблатом расположилась не только заводная пружина, но и большая часть передачи, а на поверхность выведен только баланс, который вместе со стрелкой совершает оборот тоже за 60 минут. У циферблата вращается только центральная часть, ее приводит в движение дополнительная шестеренка. При этом называть механизм простым я бы поостерегся. В нем 405 деталей. Разумеется, иная компоновка привела к другим параметрам. Частота баланса снижена с 4 Гц до 3. Запас хода составляет 72 часа. Трое суток. Конструкция сохранила визуальную идею, при этом стала проще, доступнее. Мы видим всю ту же огромную стрелку, на коротком конце которой вращается баланс. Уверяю вас, ни специалист не поймет, в чем разница. Да и специалист не сразу. Зато оценит владелец, потому что оперировать часами стало намного привычнее. Freak X — это первые часы из коллекции Freak, у которых появилась заводная головка. Как у часов для нормальных людей, не для сумасшедших. Вытягиваем головку, вращаем, и мега-стрелка вместе с балансом приходит в движение. Просто, понятно, доступно. Цена Freak X почти в половину меньше, чем у базовых моделей. С помощью той же головки можно и завести часы. Freak X были еще и первыми серийными часами в коллекции Freak, которые получили автоподзавод. Сектор с логотипом Ulysse Nardin мы можем увидеть через прозрачную заднюю крышку. И не только сектор. Возможно, вы слышали про автоподзавод пилотона у AWC или Magic Lever у Grand Seiko. Здесь использована аналогичная схема. Вы видите вот это колесо с усиками? Оно толкает храповое колесо, которое заводит пружину барабана. Толкает превращение сектора в любом направлении. Приятно, что здесь этот механизм оставили на виду. Еще одно изменение произошло в регуляторе. Спуск Ulysse Nardin Duo заменили на обычный, анкерный. Правда, выполненный из кремния и дополненный необычным балансом. Его конструкцию Ulysse Nardin впервые опробовали в часах Innovision 2. Обычно для достижения максимальной точности часовщики стремятся перенести вес баланса как можно дальше от центра. Делают перекладины тоньше, а оба толще. В Ulysse Nardin нашли предельное решение. Сам баланс представляет собой колесо из тонких кремниевых полосок. Оно почти невесомо, хотя его диаметр больше, чем в обычных часах. Зато на краях закреплены несколько грузиков из никеля. В итоге вся масса баланса сосредоточена именно на его ободе. Кремний – одна из гордостей Ulysse Nardin. Опробовав его в самых первых фриках, для производства кремниевых компонентов мануфактура создала отдельную компанию – Sigotec. Сегодня Sigotec выполняет заказы не только материнской Ulysse Nardin, но и других часовых брендов. Благодаря новой конструкции часы стали компактнее и больше подходят для ежедневной носки. Диаметр часов Freak X 43 мм. При этом они существенно ниже, чем, например, Freak Cruiser, который я только что показывал. Соответственно, и на руке смотрятся более спокойными. На снижение воспринимаемых размеров работают несколько чисто дизайнерских хитростей. Первое – коробчатое сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Сапфир такой формы – вещь недешевая. Вторая хитрость – скошенные вниз боковины корпуса. Они дополнительно съедают размер. Кстати, полюбуйтесь видом этих часов в профиль. Корпус Freak X состоит из нескольких деталей. Боковины корпуса, которые переходят в ушки, скрывают под собой центральную часть, а над ней возвышается рант. Плюс добавим вставки в боковины, в том числе с серийным номером модели. Создатели Freak X не стали добавлять защитные плечики у головки, они просто сделали головку максимально гармоничной. Такая конструкция позволила активно играть с материалами и внешним видом часов. Например, у нас на съемке побывало 4 варианта Freak X: белый, титан с черным IPG покрытием, серый титан с темно-синим центром и с боковинами из розового золота. Совершенно разные внешние часы с одинаково совершенной начинкой, сохраняющие основные черты первого фрика, при этом чрезвычайно удобные в обычной жизни. Самый обычный и самый удобный фрик. Третьими я обещал показать самые продвинутые часы фрик с точки зрения технологий. Freak Vision. Опять стрелка-мост, но какая-то серая, ненарядная, в отличие от Freak Cruiser. Не хватает блеска колес. Согласен. Просто в Freak Cruiser они были сделаны из латуни, а здесь из кремния. Все, до единого. Сама стрелка выполнена из двух треугольников, которые вместе напоминают корпус корабля.
Модель Freak Vision впервые была показана в 2018 году и выбрала в себя многие решения из концепта InnoVision 2, продемонстрированного годом ранее. Первая особенность – баланс. На идейном уровне он такой же, как мы видели во Freak X. Огромный, диаметром в полмеханизма, из кремния. Но отличается материалом и формой грузиков. Вместо золота в концепте они сделаны из более легкого никеля. Частота баланса снижена до 2,5 Гц. Сказалось ли снижение частоты на точности? Да, она повысилась. Как такое возможно? За счет принципиально нового спуска Ulysse Nardin Anchor Constant. На нашей съемке вы видите сиреневое колесо с тонкими длинными зубьями. Главное отличие от обычного спуска даже не в этом колесе, а в вилке. Она представляет собой сложную деталь из кремния. И, собственно, вилка как будто подвешена на тонких кремниевых лезвиях. На баланс передается не импульс со спускового колеса, а импульс от этих лезвий. А он всегда одинаков, в отличие от импульса на колесе, который зависит от завода пружины. Эта конструкция спуска – собственная разработка Ulysse Nardin. Всего компания создала уже 4 собственных спуска. Третье заимствование – принципиально новая система автоподзавода, которую назвали Grinder – трещотка. Вместо привычного сектора под прозрачной задней крышкой мы видим какую-то странную серую деталь. Это и есть ее главный компонент. Опять из кремния. В ролике про историю Ulysse Nardin Freak я показывал принцип работы. Для обычного автоподзавода движение часов должны вызвать вращение сектора, и требуется приличное количество энергии. Здесь же любое перемещение часов вызывает движение детали, и она маленькими усиками цепляется за колесо и заводит пружину. Поворот даже на несколько градусов передается на барабан. Не знаю, насколько система устойчива к ударам, но эффективность высочайшая. В компании говорят, что Grinder в 2 раза эффективнее обычного автоподзавода. Установка стрелок происходит как в обычном Freak. Откидываем пластинку блокиратора, вращаем рант. Для удобства на нем сделано 3 выступа. Из неожиданного. После установки времени эти выступы остаются в случайных местах. Любителей симметрии это может озадачить. Заводятся часы вращением задней крышки. Правда, благодаря автоподзаводу делать этого, скорее всего, не придется. Freak Vision – самые инновационные и одновременно очень удобные часы. Корпус сделан из платины. Рант, задняя крышка и застежка из титана. Вставки в рант и корпус сделаны из материала, похожего на каучук. Темно-синий ремешок из аллигатора. Корпус по дизайну выглядит очень современно и динамично. Freak Vision имеют такой же диаметр, как и Freak Cruiser – 45 мм, но тоньше их. Высота составляет всего 13 мм. На запястье они выглядят не маленькими, но очень удобны. Корпус стал ниже, часть пространства механизма занял автоподзавод, соответственно, заводная пружина стала меньше в объеме. И запас хода уменьшился до 50 часов. На мой взгляд, достаточно. Инновации – космос. Но какие-то они сероватые. Не хватает чего-то необычного, какой-то звездной яркости. Вот мы и подошли к самым космическим часам 2022 года. Ulysse Nardin Freak S. Мне, как автору ролика, положено описывать часы. Но здесь хочется промолчать и спросить вас, какие ассоциации они вызывают у вас. У меня однозначно звездолет. Настолько футуристической выглядит конструкция. То ли крылья, то ли турбины. Это 2 баланса, наклоненные под углом 20 градусов. В задней части звездолета расположился вертикальный дифференциал. Он связывает балансы между собой и с основной колесной передачей. Идея 2 балансов состоит в повышении точности. Но Ulysse Nardin про это даже не говорят. Здесь честно заявляют, что Freak S прежде всего крутая дизайнерская игрушка. Цель конструкции – визуальная анимация и эмоции. Даже частоту баланса здесь выбирали не часовщики, а дизайнеры. 2,5 Гц. С технической точки зрения маловато, но чем медленнее баланс, тем интереснее за ним наблюдать. С инновациями здесь все в порядке. Оба баланса и спуска сделаны из кремния. Спирали по технологии Diamond-C, кремний с покрытием из алмаза. Но, уверяю вас, не об этом вы будете думать, когда увидите Freak S, а о том, насколько круто сделана эта машинка. Вряд ли вы будете смотреть время по этим часам. Скорее, будете постоянно крутить рант, чтобы посмотреть, как вращается ваш звездолет. Как и в остальных фриках, головки здесь нет. Время настраивается через рант, завод пружины путем вращения крышки. Хотя, зачем ее заводить? Здесь снова использована инновационная система автоподзавода Grinder. Но балансов стало 2, расход энергии увеличен, объем под пружину уменьшен и запас хода составляет 72 часа. Успеем долететь до Альфа Центавры. Трехмерная механическая скульптура помещена в корпус диаметром 45 мм. Корпус тоже произведение часового искусства. Хотя самым привлекательным элементом здесь кажется дифференциал.
Глядя на конструкцию, которая парит над вселенной из авантюрина, думаешь, кто же придумал и кто сумел сделать эту красоту? Но не пора ли нам на Землю? Часы FreakS стоят почти 150 тысяч долларов. Их будет сделано всего 75 штук. И я пока не слышал, чтобы они появились в России. Хотя, думаю, что появятся. В этом году Улис Нардан решил сделать более приземленную модель, взяв все самое лучшее, что было в коллекции чудных часов. И к их подаче тоже подошла по-чудному. Обычно производитель рассказывает, что в его продукте есть. Ну там соль, перец, 251 деталь. А Улис Нардан в рекламе Freak One перечисляет, чего в часах нет. Заводной головки нет, циферблата нет, стрелок тоже нет. А что же есть за цену в 60 с лишним тысяч франков? Корпус 44 мм из золота и титана с DLC покрытием. По дизайну похожий на Freak S. Новый футуристичный дизайн моста стрелки, тоже перекликающийся с Freak S. И если звездолет не достался, присмотритесь. Есть огромный по диаметру баланс и спираль из материала Diamond C. Крышка барабана с гелише солнечные лучи, автоподзавод Гриндер и множество деталей, выполненных с огромной тщательностью. Freak One в 2 раза дешевле звездолета и в 1,5 Freak Vision. В них есть почти все технические решения от флагмана Freak Vision. Разве что спуск попроще, из Freak X, и корпус сделан не из платины. В них есть дизайн корпуса и моста от звездного Freak S. Но я знаю, чего в этих часах нет. Собственно, об этом говорит сама компания в рекламе новинки. В любых часах Freak нет границ для фантазии. А потому это точно не последний выпуск про часы Улис Нардан. Интересно, какая из моделей появится в России первой? Freak S или Freak One? Напишите. Ставьте лайк, если понравились часы и это видео. Подписывайтесь на нас на всех платформах. YouTube, ВК, Яндекс.Дзен, Telegram. Впереди еще много интересного из мира красивых вещей и сложных космических механизмов. До новых встреч, друзья!